Посланник Путина оказался в США, идут тайные переговоры, но касаются ли они Украины? Заявление из Кремля. Британия собирает военную коалицию. После разговора с Трампом премьер настроен серьезно защищать остров. Жесткий сценарий для жителей Эстонии. Власти бьют тревогу. Едой нужно запастись на 7 дней. Что происходит? Досмотрите. Заявление из Киева о завершении войны. Киев и Москва подошли к компромиссу, но главный вопрос остается без ответа. Расскажем об этих и других самых главных событиях субботнего утра 11 апреля. Правильный выбор оставаться с нами. Обязательно досмотрите это видео до конца. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Поехали. Горит 4-й день. В оккупированной Феодосии не могут потушить нефтебазу после удара дронов. Пожар начался в ночь на 8 апреля на морском нефтеналивном терминале, крупнейшем в Крыму. Загорелись резервуары с топливом, и огонь, по данным мониторинговой группы «Крымский ветер», охватил как минимум 3 емкости. Черный дым до сих пор виден далеко за пределами города, а свежую картину теперь проще смотреть уже со спутников, чем с земли. И это не просто локальный пожар на каком-то складе. Речь об объекте, через который могут переваливать до 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Это один из ключевых топливных узлов на полуострове. Если не Украина, то что? Посланник Путина заброшен в США, но обговаривать будет что-то слишком секретное, или пока еще не определился, что именно. В Москве срочно включили режим «Это не про Украину». Кремль подтвердил визит Кирилла Дмитриева в США, но тот же начал гасить главный смысл поездки. Первое, я могу подтвердить этот визит. Второе, Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по урегулированию украинскому. И это не является возобновлением переговоров. Кирилл Дмитриев возглавляет группу по экономическим вопросам, и он продолжает работу в рамках этой группы. Слишком уж показательное уточнение, особенно на фоне сообщений, что в Вашингтоне он как раз контактирует с людьми Трампа по теме возможной сделки. То есть формула очень кремлевская. Когда разговоры идут, это не переговоры. Когда посланник летит в США, это не про Украину. Неожиданный сюрприз. Никогда такого не было, и вот опять. Европа качает российский газ. По данным Reuters, в первом квартале поставки российского СПГ в Европу выросли на 17% и достигли практически 5 миллионов тонн. Только с проекта Ямал-СПГ импорт в январе-марте подскочил примерно до 5 миллионов тонн, а 97% грузов ушли именно в порты ЕС. А в целом за апрель Россия ожидает увеличения доходов на 9 миллиардов долларов. Причина цинично простая. Кризис на Ближнем Востоке сжал рынок. Катарские поставки через Ормуз оказались под ударом, и европейцы снова потянулись к российскому топливу. Но это не означает, что Брюссель передумал стратегически. ЕС уже утвердил поэтапный запрет на российский газ. Для новых краткосрочных сделок ограничения начинают действовать с 25 апреля 2026 года, а полный запрет на импорт российского СПГ должен заработать с 1 января 2027. То есть прямо сейчас Европа покупает больше российского газа, потому что ей нужно пережить энергетический стресс, но политический курс остается прежним. Украине снова показали дверь в НАТО, и сделали это уже почти без дипломатических занавесок. Марк Рютте прямо признал, членство Киева сейчас не на повестке дня, и назвал тех, кто тормозит этот вопрос. Хорошо. На саммите НАТО в Вашингтоне, когда Альянс отмечал свое 75-летие, было достигнуто соглашение о необратимом пути Украины в НАТО. Но факт также в том, что несколько стран сдерживают этот процесс, включая Германию, Словакию, Венгрию и Соединенные Штаты. Так что я думаю, прямо сейчас это не стоит на повестке дня. Но здесь есть и второй, не менее громкий смысл. НАТО хочет украинский опыт, украинские технологии и украинские знания о войне с дронами, но не готова быстро дать Украине место за своим столом. Сам Рютте отдельно хвалил Киев именно за этот боевой опыт. Получается, учиться у Украины, да, брать Украину в альянс пока нет. Кроме того, встреча генсека альянса и президента США должна была быть рабочей, но превратилась в жесткий разнос. По данным СМИ, президент США использовал закрытый разговор не для дипломатии, а чтобы выплеснуть раздражение на союзников по НАТО.
Его взбесило, что Европа не поддержала американскую операцию против Ирана. Источники описывают эту беседу как тираду оскорблений. И хотя прямых требований Трамп якобы не озвучил, у присутствующих остался неприятный осадок. С кем Трамп неожиданно поладил, так это с британским премьером. Ормузский пролив все больше превращается не в торговый маршрут, а в новую военную задачу для Запада. И Кир Стармер поговорил с Трампом уже не только про дипломатию, но и практику силового сопровождения судов, военные возможности, логистику и сам механизм прохода через пролив. Государство Персидского залива – соседи Ирана. И поэтому, если прекращение огня должно сохраниться, а мы надеемся, что так и будет, оно должно учитывать и их. У них очень жесткая позиция по Ормузскому проливу, и большую часть разговора мы посвятили обсуждению практического плана, который потребуется для восстановления судоходства через пролив. Британия сейчас собирает коалицию стран и параллельно готовит не просто политический план, а реальную схему, как проталкивать танкеры через один из самых опасных морских коридоров мира. На прямой вопрос о возможном выходе США из НАТО Стармер отвечать не стал, но напомнил, что альянс выгоден и Америке, и Европе. То есть напряжение никуда не делось. С одной стороны, хрупкая пауза вокруг Ирана, с другой — подготовка к сценарию, в котором свободу судоходства придется обеспечивать уже не словами, а военной силой. К слову, вместе с вами следим за мирными переговорами в Пакистане, куда уже прибыли делегации США и Ирана, и теперь, к слову, Вашингтон отправил человека с правом подписи. Смотрите, мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными. Конечно, посмотрим, как сказал президент Соединенных Штатов. Если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть открытую руку. Если же они попытаются нас разыграть, тогда обнаружат, что переговорная команда не так уж восприимчива к этому. В Одессе сорвали покушение на высокопоставленного офицера ВМС Украины. СБУ заявляет, что задержала киллера буквально в последний момент. Тот уже занял позицию у жилого комплекса, где жил военный, и ждал его машину с пистолетом и 2 снаряженными магазинами. Для маскировки агент изображал ремонт велосипеда. Когда автомобиль офицера приблизился к выезду, он бросил велосипед под колеса и попытался открыть огонь, но в этот момент его скрутили контрразведчики и спецназ СБУ, которые, по данным следствия, вели его заранее. Исполнителем оказался 37-летний гражданин одной из балканских стран. По версии СБУ, его завербовали российские спецслужбы. В Украину он приехал еще в феврале под видом туриста, потом добрался до Одессы, достал из тайника оружие с глушителем и начал следить за маршрутом цели. Сейчас задержанный под стражей, ему вменяют покушение на теракт. Мир по Украине, похоже, снова пытаются подать как вопрос уже не месяцев, а ближайшего времени. Глава Офиса президента Украины дает свой прогноз. Кирилл Буданов заявил, что переговоры с Москвой движутся вперед и затягиваться, по его мнению, не будут. И хотя до сих пор Киев и Москва держались за максималистские позиции, сейчас они постепенно приходят к компромиссу. Все они понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени. В отличие от нас, они тратят собственные средства. Это огромные суммы, уже в триллионах. Самый болезненный вопрос — территория по-прежнему остается без ответа. Буданов не стал говорить, как может выглядеть возможная сделка, а Bloomberg вообще пишет, что переговоры скорее зафиксировали тупик, чем прорыв. Выстроенная Москвой информационная стратегия рушится, гибридная тоже дает сбои. Новая партия ракет для Patriot уже в Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что партнеры продолжают передавать Киеву критически важные перехватчики для ПВО. И это особенно важно сейчас, когда над страной по-прежнему висит угроза массированных ракетных и дроновых ударов, а вокруг американских поставок все больше нервозности. Ранее Associated Press писала, что в Киеве опасаются возможного сокращения таких поставок на фоне затянувшейся войны США и Израиля против Ирана. На данный момент ракеты для Patriot партнеры передают. В частности, на днях пришла новая партия, и мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была. Зеленский еще в конце марта говорил, что Киев ищет и альтернативы американским ракетам ПАК-3, потому что риски перебоев слишком велики. То есть новая партия — это хорошая новость, но не повод расслабляться. Пока Россия продолжает бить, каждая такая поставка для Украины — это не запас на потом, а вопрос выживания прямо сейчас.
Эстония готовится к самому жесткому сценарию. Если страну полностью отрежут с воздуха, с моря и с суши, она должна продержаться сама минимум 30 дней. Это уже официально заложили в обновленную стратегию безопасности. Для обычных людей планка тоже поднята. Каждому жителю фактически говорят: будьте готовы прожить хотя бы 7 дней без помощи. Миропорядок, основанный на правилах, начинает распадаться. И нам нужно не переориентироваться, а научиться, так сказать, плыть в новых условиях вместе с нашими ближайшими союзниками. И то, что Украина сейчас у себя нарастила и укрепила, это то, что теперь она наносит удары дронами по портам Усть-Луга и Приморск, находящимся более чем в 1000 километров. Главной угрозой Таллин прямо называют Россию, но документ бьет еще шире. Мир стал опаснее, США меняют приоритеты, а значит, Европа должна быстрее вооружаться и брать больше ответственности за свою безопасность. Самая жесткая новация – принцип активной обороны. Эстония больше не хочет воевать на своей земле и прямо пишет: в случае нападения боевые действия должны переноситься на территорию врага. То есть логика теперь такая: не ждать, пока тебя будут давить у тебя дома, а пытаться бить первым и глубже. К сопротивлению теперь будут приучать со школы. Зеленский подписал закон, который вводит новую модель подготовки граждан от школы до вуза. Появится отдельная дисциплина основы национального сопротивления, а по стране создадут специальные центры, где люди будут проходить уже не теорию для галочки, а практику. В том числе со стрельбами на полигонах, сертифицированных тирах и тренажерах. Украина готовит общество к долгой войне и к жизни в условиях постоянной угрозы. Причем курс будет для учащихся независимо от пола, а тем, кому вера не позволяет брать оружие, дадут альтернативные модули. То есть Киев уже не просто усиливает армию, он встраивает логику сопротивления в саму систему образования и гражданской подготовки. А в предыдущем выпуске мы рассказывали: Москва заранее готовит отмазку на случай срыва и уже прокладывает привычную дорожку. Виноват будет Зеленский. И впервые с начала полномасштабной войны она дотянулась до дальнего региона. Туда прилетели дроны. Сигнал простой и очень неприятный: спрятаться где-то далеко больше не получится. В США отдельный взрывной фронт. Из Белого дома прозвучало резкое заявление по делу Эпштейна, а главный друг Кремля внезапно объявил войну. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже вечером.